Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня у нас на повестке дня шикарный вязаный джемпер с роскошным миксом узоров, который, на мой взгляд, представляет собой настоящее произведение искусства. Вертикальный ажурно-рельефный мотив, занимающий центральную часть переда, сразу же притягивает взгляды своей красотой и богатством дизайна. Модель визуально стройнит благодаря вертикальному узору, а в белом цвете она выглядит особенно элегантно и стильно. Не перегруженный излишними узорами, этот джемпер выполнен в гармоничном стиле, что позволяет ему стать идеальным выбором для многих размеров и типов фигур, благодаря свободному простому крою со спущенными рукавами. Думаю, что этот универсальный элемент гардероба станет незаменимым для тех, кто ценит стиль, комфорт и элегантность в одном образе. И в сегодняшнем видеообзоре модели я нарисовала схемы узоров по фотографии, и мы будем с вами сегодня подробно изучать эти узоры, их расположение. Я покажу образец, который я вязала, и мы поговорим немного о конструкции. Я не стала делать расчеты на этот джемпер, поскольку очень много у меня обучающих проектов уже существует на канале, и все мои постоянные подписчицы прекрасно справятся с расчетами сами. У вас есть прекрасная возможность выбрать по своему вкусу пряжу, связать образец, сделать расчет плотности и вперед. Красивый дизайн не оставит, я уверена, равнодушной ни одного мастера по вязанию, а простой крой и возможность вязать отдельными деталями джемпер заинтересует многих из вас, мои дорогие. Давайте более детально. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим с вами, приближая эту модель. У нас с вами свободный крой, и мы вяжем все детали раздельно. Перед, спинка, 2 рукава. Смотрите, центральный мотив у нас, вот этот ажурно-рельефный, по переду точно есть, по спинке, скорее всего, связана лицевая гладь, и это правильно было бы, не перегруженность узором. Прекрасное сочетание вот этого рельефно-ажурного узора и лицевой глади, на мой взгляд. Смотрите, как здорово. Рукава тоже связаны узором, что тоже очень красиво смотрится. Вязать очень легко, поскольку вяжется каждая деталь снизу вверх. Многим, я знаю, нравится такое вязание, потому что оно самое простое. Свободный крой, ширину регулируйте по своему желанию. Смотрите, вот такую выкройку я рекомендую, девочки, вам для того, чтобы сделать расчеты. Здесь используется 4 размера. И традиционно первый размер на самый маленький, вот 53 ширина, я бы взяла, это на размер 42-44 российский. 57 ширина, я бы взяла это на 46-48. И далее идет 52 размер, 50-52. И еще на больший размер 54-56, это 65 сантиметров. То есть довольно-таки свободный крой. Имеется небольшой скос плеча. Смотрите, различие переда и спинки только в глубине выреза горловины, только в глубине, а так они совершенно одинаковые по ширине, по длине. Так, и рукав, так же как и длину всего изделия, вы, конечно же, регулируете под себя. Все эти мерки достаточно условные, подходят многим. Основной узор у нас выглядит вот таким образом. Это 13 петель и 16 рядов. Условное обозначение: вертикальная черта, лицевая петля, треугольник 2 вместе лицевой с наклоном вправо, этот треугольник 2 вместе лицевой с наклоном влево, круг, накид, и равнобедренный треугольник – это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Узор очень простой и нет никаких сложностей при его вязании. Многим знакомы эти условные обозначения. Дальше.
показываю вам этот узор. Вот он центральный. И именно для него я рисовала схему. Вот этот узор. Дальше, смотрите, у нас через одну изнаночную петлю идет вот такая вот интересная конструкция в виде змеек зеркально-симметричных. И дальше идет вот такая ажурная дорожка и узкая коса на 4 петельках. Имейте в виду, что это машинная вязка, и здесь, конечно, все такое тонкое, пряжа используется, но я покажу вам чуть позже, я вязала узор на спицах, и он очень красиво, великолепно тоже смотрится. Цвет любой выбираете, конечно же, схему узора. Значит, давайте я приближу, чтобы нам дальше можно было работать, или нет, наоборот, уменьшу. Значит так, смотрите, первое, это ажурная дорожка 3 петли. Это вот эта змеечка с 2 сторон, которая зеркально-симметричная, а это коса. И у них здесь внизу подписано 8 петель ширина и 16 рядов. Это вот эта змеечка зеркально-симметричные у нас идут переплетения. Это ажурная дорожка 3 петли и 4 ряда. И коса рельефная, 6 петель ширина, 16 рядов раппорт в высоту составляет. Все. Итак, мои дорогие, я связала образец, так скажем, протестировала все эти схемы. У нас здесь используется целых 4 узора. И, в общем, методом проб и ошибок я сейчас расскажу, как максимально приблизить оригинал к тому, что я нарисовала. Смотрите, значит, вот этот узор у нас, косичка боковая, ее раппорт составляет 6 петель ширина и 16 рядов высота. То есть это вот эта косичка. Вот. Дальше, смотрите, следующий узорчик, вот этот красивый ажурный узор, вертикальный, ну, ажурная дорожка, вот так он получается у нас. И к нему схемочка на 3 петлях, это ширина, и 4 ряда, это высота раппорта. Вот такой получается красивый узор, имейте в виду. Вот. Что касается узора вот этого, он у меня не получился. Я схему перерисовала, то есть я сделала разделила 4 лицевые петли, между ними сделала одну изнаночную, и мне очень не понравился результат. Не понравился совершенно результат. И я нарисовала схему, в которой я не делаю этой промежуточной изнаночной, и сразу у меня 4 петли, и вот они здесь в 5 ряду разделяются сразу направо, налево, перекрещивания идут, без вот этой второстепенной изнаночной. Я сделала его, этот узор, более удлинила, то есть, и, в общем, я его вязать не стала. Имейте в виду, что то, что я здесь связала, это не то, что я здесь нарисовала. Вы можете эту схему изменить по своему желанию. Я считаю, что вот этот вариант, нарисованный мною, он максимально приближен к оригиналу. Так, теперь, что касается ажурного узора, здесь у нас точка, в точку попала. Вот он у нас, я здесь уже связала целый раппорт в ширину, высоту, и получился оригинал, приближен максимально. Вот схема нарисовала я, 13 петель ширина у нас узора и 16 рядов высота раппорта. И вот здесь я попыталась изобразить, как это должно выглядеть, если эти все схемы объединяем в единый, так скажем, мотив, что у нас получается. Начинается все с одной изнаночной, первая изнаночная. Имейте в виду, что справа и слева здесь идет лицевая гладь. Вы видели в оригинале, да? А здесь по центру это узор. Именно про него я вам сейчас и рассказываю. Первая изнаночная. Затем идет узор на 6 петлях. То есть наша косичка вот эта боковая. Так.
Дальше идет ажурная дорожка на 3 петлях. Вот она. Дальше идет, вот, собственно, вот этот узорчик. Я даже не знаю, как его назвать. Такой вытянутый овальчик, да, на 8 петлях. Вот я его изобразила. Между ними внизу я пишу по 1 изнаночной. То есть это промежуточные изнаночные. По центру у нас дальше идет узор на 13 петлях. Наш ажурный центральный узор. Вот этот. Так, да? И дальше идет все зеркально, симметрично, как в правой части. В левой зеркально симметрично. Расположение узоров. Вот. И вот такой получается мотив центральный. В общем. То есть вот таким образом, девочки, вязать я этот узор не стала, поскольку я думаю, что вы все умеете вязать по схемам. Потому, раз взялись, обратили внимание на такой джемпер, требуется определенное, конечно, мастерство, знание схем, прежде всего, знание многих вещей при расчете, которые вы будете использовать. Поэтому совершенно начинающим мастерицам, я думаю, не по силам такой джемпер, а мастерицам среднего уровня мастерства. И, конечно же, те, которые уже давно умеют вязать, объяснять, как связать такой простейший узор, не нужно, да, не требуется. Вы сами его освоите. Поэтому, мои дорогие, вот такой укороченный получился без вязания мастер-класс, только с объяснениями и пояснениями. Вот. До новых встреч!